Так, судя по покупкам, люди сегодня не зря сюда приезжают. А судя по людям, многие уже определили, куда же я сегодня приехала. Как у нас говорят, если вы не были на привозе, значит вы не были в Одессе. А мы не можем этого допустить. Поэтому идем с вами на легендарный привоз. Сегодня в Одессе мрачная погода. Поэтому что улучшает настроение людей и хорошее самочувствие? Конечно же, вкусные одесские продукты. Поэтому посмотрим, что нам сегодня предлагает привоз и почем. Так, людей много. Все проголодались. Ой, посмотрите, сколько раков сегодня здесь есть. Здравствуйте. Можно посмотреть? Да, вот. Да, спасибо. Смотрите, ой, сразу сельдерей к ракам продается. Так, здесь крупнее, здесь меньше. Вот маленькие по 500 гривен за килограмм. Вот рак-креветка даже есть. Кстати, первый раз такой вижу. Вот он очень-очень маленький. А в какую цену побольше раки? Такие по 900 гривен, такие по 800 гривен, по 1000. И самые крупные по 1400 гривен. Смотрите, какие. Мидии по 200 гривен за килограмм. Ага, по 200 гривен за килограмм, но очень крупные. Посмотрите, какие. Сегодня холодно, уже такой жары, как было. Говорят, что не будет. На завтра вообще обещают дождь, поэтому, мне кажется, сегодня в субботу все максимально запасаются, чтобы потом из дома в воскресенье не выходить. Смотрите, какая сегодня на привозе толпа. Что значит выходной? Смотрим, что у нас сегодня по рыбке. Сладкий карасик по 120 гривен. Филе толстолоб по 160 гривен. Свежий карп по 100 гривен. Толстолоб по 80 гривен. Карп по 150 гривен. Я что делаю? Судак по 250 гривен свежий. И вот морская глоська по 450 гривен за килограмм. Вот еще рыбка жерех есть. Кстати, очень вкусная рыба. Так, вот здесь судак еще больше по 280 гривен. Сом крупный, свежий по 220 гривен и по 200 гривен чуть меньше. А вот тоже эта рыбка жерех. Она в последнее время становится все популярнее. Посмотрите, какая красавица. Глось. Правду говорят, жареная очень-очень вкусная. Здесь вот мельче есть и крупнее. Бычок черноморский 250 гривен за килограмм. Не везде есть, только в определенных местах. Кефаль. Кефаль черноморская свежая. А почем кефаль? Здравствуйте. 300 гривен? 300 гривен за килограмм наша кефалька. А глося? 600 гривен за килограмм. Ну, очень крупно. Посмотрите, моя ладонь и рыба гораздо больше. Можно найти соленую рыбку на привозе. Иваси малосольные 280 гривен за килограмм. Малосольная сарделька, килька по 170 гривен. Посмотрите, какая жирненькая, крупная. Селедка малосольная 100 гривен штучка. Хамса по 250 гривен за килограмм. Посмотрите, какая крупная, жирная. Мороженого тоже не принесли. Филина 80 гривен за килограмм. Спасибо. Свежая сардель по 170 гривен за килограмм. Узанок 200 гривен за килограмм. И вот матиас по 60 гривен за килограмм. И даже есть бычок по 100 гривен за килограмм. Осетры. Посмотрите, какие красавчики. 700 гривен за килограмм осетры. Итак, продукты зимы – это, конечно же, соленья. Поэтому это вам тоже обязательно сейчас покажем. Какой ассортимент салатов, солений. А почем огурчики сейчас? 100 гривен килограммчик. А 100 гривен. Фаршированный петрушкой с сельдереем, да? Ага, ага, спасибо большое. А перчик? Перчик 30 гривен 100 грамм, это цак 40. Ага, спасибо. А это домашний хрен, да? Такой очень-очень домашний, острый, 100 гривен
гривен баночка. Так сейчас как раз сезон холодца начинается, подходит. Праздники впереди, да. А салатики? Такие 20-100 грамм, салатик 15 гривен 100 грамм. Ага, а грибочки? Грибочки 40 гривен 100 грамм, с лучком уже заправленные 50 гривен 100 грамм. Ага, спасибо большое. Маринованный огурчик есть 200 гривен килограммчик. Так, Ой, 100? спасибо. А морковочка? Морковочка отдельно 15 гривен 100 грамм, с индиречиком 20. Спасибо. А еще яблочки, да? Белая, Красивые очень. килограмм. 150 гривен килограмм. Ага, Темная 120 гривен. 120 гривен за килограмм. Хорошо. А еще вас прошу консервы, что люди интересуются. Баклажаны, Баклажанчики 100 гривен баночка. 100 Перчик, гривен баночка. огурчики 150 гривен. Огурчики 150 гривен баночка. Ага, спасибо. Ага, Перчики 150 гривен. 150 гривен баночка. Спасибо. О, помидорчики зеленые. Ага, 150 гривен баночка. Спасибо. Ага. Это вот эти маслята, да? Это Опята. маленькие, Ага. такие красивенькие, 200 гривен. 200 гривен баночка. Спасибо большое. Ага, красиво. А такой перчик 70 гривен бутылочка. Хорошо, спасибо вам большое. Если надо, Конечно. Все свежее, все красиво. Сразу просыпается. баклажановая. О, а икра. Уже зимой ее как бы нету, она у нас есть. Класс. А почем такая коробочка? Вот такая коробочка стоит 100 гривен. 100 гривен. Килограммчика. А маленькая 50 А, гривен, 250 гривен. Спасибо. Пришел, купил, и не надо целый день тратить. Спасибо большое. Хорошего дня. Так, овощи. Бурячок по 30 гривен, морковка по 30 гривен, капуста по 35 гривен, пекинская капуста по 35 гривен. Есть еще до сих пор кабачки по 65 гривен, помидорки по 80 гривен, желтые помидоры по 80 гривен, перчик по 80 гривен, зеленый, здравствуйте, такие маленькие баклажаны по 50 гривен, цветная капуста по 30, обычная капуста тоже по 30. А вот кабачки еще покрасивее по 70 гривен. Огурец по 150 гривен. А почем рачки? 120 гривен. 120 гривен 100 грамм. А 100 вот это гривен 100 грамм. речные раки, да? Это рак, скрещенный с креветкой. Ага, рак, скрещенный с Да. креветкой, это какая-то новинка, я никогда Да, не видела да. такой, да? Тоже в 120 гривен 100 грамм. 120 гривен 100 грамм. Вот рак, скрещенный с креветкой, вот сегодня второй раз встречаю, только первый раз в сыром виде, а это уже в вареном. И такая маленькая почем? 100 гривен 100 грамм. гривен 100 грамм. Смотрите, какой ассортимент рыбы под пиво. Вот целые связки. Это морской Бычок, бычок, морской бычок, 450 гривен, вот такая вот связка, 5 штук. 450 это Ага, 400 гривен 10 штук. 400 гривен, 10 штук, Есть по 300. поменьше. Есть на вес, смотрите. Ага. Вот, 100, А вот 120 гривен 100 грамм. 100 грамм. 100 гривен 100 100 грамм. гривен, 100 грамм. Спасибо большое. Таранечка. Таранечка. разная, Вся с икрой. А с икрой вот по 800 Да. гривен. 1200, 800. Ага, спасибо. Воблочка 1500, с икрой тоже вся Ага. идет. А это камбала, прям, Камбала да? есть с икрой, есть без икры. Ага. Есть сушеная, есть вяленая. А почем? 600 гривен. 600 И гривен. 1500 Ага. сушеная. с икрой. Сушеные, спасибо. А еще кефалька в какую цену? Кефаль 800 гривен за килограмм. Кефаль 800 Да. гривен килограмм. Гранат по 60, бананы по 80, хурма по 70, по 80, по 110. Так, мандаринки. Виноград по 75 гривен. Мандаринки по 70 гривен. Кстати, заметила, что цены на мандарины упали, потому что изначально вообще везде они были по 150 гривен. А вот здесь красивая хурма по 80 гривен. Мандарин без косточек пишет, нету цены. Так, авокадо, лимоны по 120 гривен за килограмм. Апельсин по 100 гривен. Красный перчик по 150 гривен и по 120 гривен. Вот картошка по 30 гривен. И вот есть в мешочках. В мешочках обычно идет дешевле, но не знаю здесь почем. Не вижу цены. Лучок по 30 гривен. Здравствуйте. Посмотрите, здесь можно приобрести свежие лавровые листики. А в какую цену веточки лавровых листиков? Ага, 50 гривен маленькие такие. А вот такие вот 100
гривен за веточку. О, посмотрите, какая красота. Свежайшая. Так, большой ассортимент соусов, ткемали, сацебели. А в какую цену такие бутылочки вот меньше? 80 и 130 гривен. И смотрите, какие здесь специи. Я вам не могу передать, как здесь пахнет, когда проходишь. Вот набор специй 150 гривен. Есть даже специи для борща, для плова, для шашлыка. Так, смотрите, в таких маленьких пакетиках паприка, так, куркума, чеснок сушеный, корица, боже, все, что вот хмели-сунели только есть, вот перчик и вот различные виды перчика, имбирь. Вот такая красота есть на привозе. Кто любит чурчхелу, здесь она тоже есть. И классно, что есть завакуумирована. Да. А почем чурчхела? 80 гривен одна штучка. Людей сегодня в молочном и мясном ряду тоже очень и очень много. Сейчас похолодало, поэтому бутерброды все любят погрызть. Смотрите, какой ассортимент и балычков, и колбас, и сосисок. Не все понимают, но любят здесь кушать у нас и шкурки от сала. А почем шкурки от сала? 120 гривен шкурки. А солонинка? 300. По 360 гривен, вот различные виды. Ага, с чесноком острые, на любой вкус. Ага, спасибо. А почем? Сало по 300 гривен за килограмм. А колбаска домашняя? 450 гривен килограмм. Так, а бастур... Это же бастурма? А, говяжий. Ага. А, вот бастурма. А бастурма сколько? 800 гривен. Ага, спасибо. А колбаска такая? 450 гривен за килограмм. Сосисочки здесь есть вареные. 320. А кровянка? 200 гривен килограмм. По всей Украине вы отправляете, да? Ага, спасибо большое. Смотрите, есть Сафора. Здесь 100 гривен маленькая баночка, да? 400 грамм меда 100. А большая литровая баночка? Ага. Получается 400 литровая. Ага. Есть 80 гривен маленькая цветочного, 300 гривен литровая. 300 гривен. А акация почем? 700 гривен литр. 700 гривен литр акация. Так. 400 гривен. Майский мед 400 гривен. А липовый? Липа, гречка и акация с липой По по 600. 600 гривен литр, да? Хорошо, спасибо. Перга очень полезные, да, очень. А в какую цену такой пакетик? Пакетик 100 грамм, 350 100 грамм 350 гривен. Смотрите, здесь есть даже настойка прополиса, вот 300 гривен. Есть вот такие огневка по 150 гривен. Вижу, есть так, перга 70 гривен, ой, перга, пыльца 70 гривен 100 грамм. И вот такие вот уже расфасованные пакетики тоже есть по 100 грамм сколько? 70 гривен, да, все, поняла. И здесь есть и соты. Так, вот такие разные, да, акация, липа, все в разные цены. И еще есть прополис. А в какую цену? 70 гривен 10 грамм. 70 гривен 10 грамм. И посмотрите, какая здесь милая пчелка есть. Коровья 250, овца 300. Овца 300 гривен, коровья 250. А домашнее масло почем? 500. А сулугуни? 270 гривен за килограмм. Здесь делают вот домашние. Это ж вы сами сыры эти все делаете, насколько я знаю. Посмотрите, какой ассортимент сыров. И это все домашнее производство. Одесская область. Вот смотрите, коробочка. А в какую цену? А, еще, извините. Яйца домашние по 75 гривен. Яйца на привозе домашние по 80, по 85. Вот там по 70. Есть перепелиные по 55 гривен. И вот такие вот винницкие по 67 гривен. Смотрите, уже в готовом виде раки маринованные. Здравствуйте. А в какую цену раки большая, маленькая? 500 и 1200 гривен. Вот такое большое ведерко.
Так, це білі гриби, так? А в яку ціну така в'язка? 350 гривень. А це бачу лисички, так? А то теж в яку ціну? 100 гривень. Це все наші ці закарпатські десь? Так. А скільки ви сказали лисички? 100 гривень. 100 гривень, така в'язочка. Тут ще тут що тут ще є у вас? Кішка, бурвічки. Боровички, а боровички в яку ціну? 100 гривень, порізаний 80. То слива. Чернослив продається по 20 гривен. Так, мандаринки по 70 гривен. Вот такая помельче слива по 20 гривен. Пишут медовая. Так, яблочки. Яблочки Бера сладкая по 50 гривен. Здравствуйте, а почем яблоки? 30. По 30 гривен. Так, виноград Молдова по 70 гривен. Кишмиш по 100 гривен. Шарон по 100 гривен. Королек. Так, изюм. Посмотрите, какой ассортимент изюма. 250, 280 гривен, 170 гривен и 400 гривен. Вот такой вот крупный изюм. Посмотрите, какие здесь вкусности есть. Испанский инжир 400 гривен за килограмм. Сушеный, вот обычный, 450 гривен за килограмм. Курага 280 гривен мельче, 300 крупнее. Смотрите, какие конфеты здесь есть. Здесь можно купить и финик с орехом, и кокос, и чернослив. Это все в шоколаде, да? Так понимаю? Да. И курага в шоколаде. Сушеные орехи. Так, кешью, миндаль, манго. Сушеные ананасы по 500 гривен за килограмм. Смотрите, какой ассортимент фиников. Вот королевский финик по 550 гривен за килограмм. Чернослив 200 гривен за килограмм и 250 гривен за килограмм. Смотрите, какой ассортимент оливковых масел. Манини 480, 9 гривен, популярное, очень вкусное масло. Если что, есть скидочка, да? Вот придете от канала на позитиве, будет скидочка. Смотрите, оливки сейчас перед Новым годом популярный товар и различные виды кофе. Халва есть. А почем халва? 150 гривен за килограмм. Здесь есть, я вижу, с шоколадом, да? Есть обычная с орешками. Грамм 500 гривен. А орешки еще какой цену? Это 250. 250, 300. А Есть фисташки? молодой. Это турецкие фисташки, 500 килограмм. 500 гривен килограмм Есть таких американские фисташек. 600. И самое главное, очень люблю приятных, замечательных продавцов. Вот прям хочется к парню вернуться. Так что, если захотите что-то вкусного, приходите, покупайте. Не зря сказала, что очень приятный продавец. Проходила обратно, и вот меня угостили вкусными конфетами. Так что спасибо большое. І що ви думаєте? Звісно ж, не могла я не встретити наших зрителів і зустріла нашу підписницю Марію. Марія, дуже вам дякую за теплі, милі слова. І всього вам найкращого. Було дуже приємно з вами познайомитись. Вот так. Хотите, вас сфотографирую, будете знаменитым в Ютубе? Всего доброго. Вот так сегодня выглядел базар на привозе. Смотрите, сколько людей продолжает идти. И я желаю на позитиве. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы.